Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel, а значит, новая пятерка отелей уже на подходе. Мы возвращаемся в город Дананг. Мы сейчас здесь, но скоро поедем дальше, но про отели вам обязательно расскажем. Как обычно, по традиции, мы поздравляем победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же? Обязательно пишите комментарий, и, может быть, именно вы станете победителем в нашем следующем выпуске и получите пароход Business Lounge. А сегодня вас ждут такие отели, как Dreamy Sky Boutique Отель, Hilton Дананг, Novotel Дананг, Quang Minh Riverside Отель Дананг и T-Detail Отель and Apartment. Ну что, полетели? Dreamy Sky Boutique Отель. Отель, который находится в 3 или 5 даже минутах международного терминала аэропорта Дананга, что очень и очень удобно. Да, реально, отель такой небольшой, но в принципе уже некоторые номера отремонтированы, поэтому можно туда даже заселиться. Ну, естественно, на 1-2 ночи, либо после прилета, либо наоборот перед вылетом домой, либо куда-то дальше. Очень хорошая локация, пешочком можно дойти, так что деньги на такси сэкономить. Так как аэропорт находится близко к центру города, то в принципе можно и в центре остановиться. Такси недорогое. Я поставлю здесь 7 твердую. Я соглашусь, 7. Завтраков нет, бассейна нет, спортзала нет, но здесь не нужен такой отель переспать называется. И мы перемещаемся на набережную реки Хан в Hilton Дананг. Ну что, пятерка есть пятерка, международная сеть есть международная сеть, качество, стандарты, как это превыше всего. Хорошие большие номера и прям реально комфортно жить, реально комфортно проводить там время. Хороший дизайн в таком а-ля вьетнамском немножко стайле, но таком осовременном. Есть бассейн, но такой не очень большой, есть спортзал, есть детская площадка, есть отличный бизнес-лаунж, напитки, ужин. Все подают, как обычно, по классике. Ну, завтра, как всегда, в таких отелях, как в музее, то есть можно приехать на 7 дней и в течение 7 дней попробовать весь завтрак. Потому что за один присест, за 2 дня, мне кажется, там не попробуешь, что по обжировкой, если заниматься. Достойный вариант находится в центре города, набережной реки Хан, шикарный вид. Можно пешком до пляжа дойти, можно проехать. Все рядом, магазины, кафе, рестораны. Так что здесь 10 из 10. Реально, 10 можно смело здесь ставить и рекомендовать этот отель проживанию. И мы перемещаемся в соседний Novotel Дананг Premier Han River. Номера тут чуть-чуть поменьше, чем Hilton, но, по крайней мере, категория номеров разные, и у нас был поменьше. Приятная обстановка, все красиво, все замечательно. Тоже рекомендую. Здесь мы были во время фестиваля фейерверков, и поэтому цены здесь немножко поползли вверх, но не в сам день фейерверков, даже несмотря на это, прайс был немножко выше. А вот сами фейерверки, прайс просто too much, поскольку, особенно если у вас будет вид на речку, на эти фейерверки, то, я думаю, вы прилично заплатите. Заплачется. Не заплатите от того, сколько вы будете платить за эти номера. Но фейерверки реально крутые, мы были и в этом году, и в прошлом году, посмотрели, классно. Рекомендую побывать. Здесь все на месте, бассейн есть, спортзал есть, все довольно прилично выглядит, не то, что отель не новый. И завтраки тоже разнообразные, все было довольно комфортно. 10. Завтраки реально хорошие, выбор тоже большой, есть и вечерние, кстати, блюда, ужин какие-то устраивают, можете тоже прийти. Акции у них проходят 50% на пиццу в счастливые часы с 2 до 4 вроде. У бассейна я брал, прикольно, тоже рекомендую заказать, и по цене довольно неплохо получается. Я бы здесь с удовольствием еще, конечно же, остановился. Приятные матрасы, мягкие, хорошие подушки, и вообще отель хороший. Есть, кстати, хамам, сауна и джакузи. Это все в спортзале находится, поэтому все уже, можно сказать, так включено в стоимость. Я здесь реально тоже 10 поставлю. Прикольно. Тапочки, кстати, забрал, с удовольствием ходил еще по другим отелям. И перемещаемся мы на другую сторону реки, в Quang Minh Riverside Отель Дананг. Это довольно простой отель. Видно, что прям свежий ремонт, все свежее покрашено, несмотря на то, что у нас был номер без окна, но из того, что он был светлый и самое главное было яркое освещение, в таком номере было приятно находиться. Единственное уточнение, у нас был номер с маленьким окном, который в коридоре выходит вообще. Ну, как бы оно есть, оно и нет. В последнее время были низкие оценки, только что номер без окна был. Потом приглушенный свет, какой-то старый ремонт, а здесь прям комфортно было находиться. Реально все свежее, все новое, отремонтированное, и вообще прям весь
весь отель реконструкцию прошел совершенно не так давно, и очень приятно находиться. Особенно если вы будете бронировать номера с окнами на реку, это просто шикардос. За такие деньги это прям очень круто. А на балкончик выходите, у вас мост дракона. Прикольно, круто, рекомендую. Может быть немножко шумно в таких номерах, потому что реально почти целый день и народ ходит, и машины ездят. Вечером какая-то там анимация, может быть, песни петь. За свой бюджет прям рекомендую тоже. Да, постельное белье свежее, чистое, полотенце. Бассейна нет, спортзала нет. Можете добраться до пляжа, прогуляться. Так что все в ваших руках. Сколько ставишь? Я здесь 9 поставлю, мне прям понравилось. И завтраков здесь тоже нету, но рядом много кафешек и ресторанов. Соглашусь, 9 поставлю. За этот бюджет реально очень и очень хороший отель. И завершаем мы выпуск T-Detail Hotel and Apartment. Ну, традиционно мы бронируем апартаменты для стиральной машины. Раз в 2-3 недельки надо шмотки постирать. В этот раз выбор пал на данный апарт-отель. Все тоже очень свежее, новое, отремонтировано, открыли совершенно недавно. Смотрел несколько номеров, и везде было очень и очень прям достойно. Есть кухня, есть плита, есть соварка, холодильник нормального размера, и реально, если вы на долгий срок будете приезжать, то тоже можно здесь остановиться. Единственное, наверное, далековато будет от речки, от каких-то достопримечательностей, от моря. Рядом Азия-парк. Полчаса я ходил до торгового центра Go и самого большого рынка Дананги, так что, в принципе, расположение довольно хорошее. И рядом магазины, рестораны, кафешки местные, так что сели на такси и в любую часть города доехали. Да, слава богу, здесь такси не такой дорогой, как в Москве. И в Сингапуре. И в Сингапуре тоже. Сколько ставишь? Я 10 здесь поставлю вот как апартаменты, несмотря на то, что тут ни бассейна, ни спортзала нету. Есть кухня, мы приготовили, все было комфортно. Стиральная машина есть. Правда, опять вопрос, негде вешать вещи, да, не предусмотрено. Есть такая штука раздвигающаяся, либо есть на колесиках. Мы развешивали по шкафу вот так вот. У нас, конечно, все высохло в 2 приема, но удобнее, конечно, когда ты развешиваешь, собираешь и так далее. Вот поэтому я поставлю 9. Не до конца продумали. Переходим к нашему топ-рейтингу. Ну что, я начну с Новотеля, потом у меня на 2-м месте Hilton, дальше у меня стоит T-Detail, на 4-м месте у меня Quanmin Riverside и завершая Dreamy Sky. Я немножко переставлю, не так сделал. Новотель тоже поставлю на 1 место из-за того, что там есть вот как раз эта зона спа, мне понравилась, а в Хилтоне, к сожалению, ее нету. Потом пойдет Хилтон, затем пойдет Quanmin, отличный вид на реку и прям реально хорошо. Затем я как раз поеду в апарты, T-Detail и завершу Dream Sky. В нашей замечательной недельке мы расставим отели в том порядке, в который стоит приезжать. Ну вот как раз здесь Dream Sky я бы либо на 1 место поставил, либо на последнее, в зависимости от того, во сколько вы приезжаете. Мы приезжали вечером, поэтому мы решили взять дешевый, так сказать, отель. Dream рядом, недалеко идти и очень удобно, комфортно. Мне наш маршрут очень нравится. Потом мы же будем ходить по городу, гулять. Зачем нам дорогие отели? Затем мы переезжаем в Quanmin. Недорогой отель, но у вас, если в выходные там будете, и дракона посмотрите замечательно, и на речку посмотрите, и, в принципе, вы в той части города, которая считается туристической. Затем мы перейдем в T-Detail, где как раз можно уже будет постирать одежду, если она у вас такая собралась. Завершаем свое пребывание в Хилтоне в отеле, без разницы, каких там будете в очереди в местах, будет отлично. Я тоже Dreamy Sky либо на 1, либо на последнее место поставлю. Потом я поеду в Новотель, потом я заеду к Quanmin, потом вернусь в Хилтон и завершу в T-Detail в апартаментах. У меня вот такой будет интересный. Ну, тоже согласен, тоже есть резон в таком. Напоминаю, все отели мы бронируем на нашем сайте, а также в нашем приложении. Обязательно бронируйте там, потому что вы можете стать участником нашего новогоднего розыгрыша и выиграть проживание в отеле уже в следующем году. 3 января мы подведем итоги. Чем больше бронирований отелей либо авиабилетов, тем больше шансов выиграть. А в нашем телеграм-канале вы можете узнать что-то интересное. Так что подписывайтесь и узнавайте. Пора прощаться. Ну что, пока-пока. До скорых встреч. Увидимся.